Привет всем подписчикам и гостям нашего канала. Сегодня у нас снова очередная десятка лучших игр для слабых ПК. Под прошлыми видео было множество комментариев, что то бишь игры из наших видео их компьютер не тянет. Значит, эти игры не для слабых ПК. Вот именно для таких людей мы создали эту десятку. Десятку игр для самых слабых ПК. Если же и эти игры не пойдут на вашем компьютере, тогда смело выбрасывайте его в окно. Так как нахрена держать в доме ни к чему непригодный ящик с болтами. The Suffering. События игры развернутся в самой ужасной и мрачной тюрьме Соединенных Штатов. Главный герой Торг, попавший туда по обвинению в убийстве своей семьи, в первый же день своего заключения столкнется с странными событиями. Там, в темных тюремных коридорах, его ждет настоящий кошмар. Встреча с различными монстрами и другими омерзительными тварями, жаждущими его смерти. Но для расправы над врагами у Торга имеется целый арсенал разнообразного оружия и хитроумных уловок. Кроме этого, по мере прохождения игры ему предстоит многое узнать и понять, что же произошло на самом деле. Call of Duty 2. Играя в Call of Duty 2, вы сможете пережить непреодолимые жизненные обстоятельства 4 различных солдат в 3 игровых кампаниях. Вы сможете как следовать сюжетной линии каждого из 4 героев, так и быстро перепрыгивать до важных событий, оставляя часть событий позади. Не забытые сетевые развлечения. В состав Call of Duty 2 входят отличные мультиплеерные карты, на просторах которых команды противников будут выяснять отношения. Мафия: The City of Lost Heaven. Гангстерская сага, которая погружает вас в атмосферу Америки 30-х годов. Главный герой Томми Анджело, простой таксист. Однажды он знакомится с гангстерами Сэмом и Полли. Это знакомство меняет его жизнь. Из таксиста Томми превращается в мафиози. В отличие от предыдущей должности, это более оплачиваемая, хоть и опасно. Через время Томми становится членом семьи, и ему начинают поручать все более сложные задания. Как по мне, то Мафия очень классная игра, с классным сюжетом. Painkiller. Вашей задачей в игре будет полное истребление нечисти на каждом уровне игры. Вы будете собирать золотые монеты, выпадающие из разрушаемых предметов, которые потом сможете использовать для покупки карт Таро, а также души, сгустки энергии, остающиеся после тела убитого противника. Души восстанавливают ваше здоровье. Собрав 66 душ, вы на некоторое время переходите в режим демона, в котором становитесь неуязвимы и имеете возможность уничтожить практически всех видимых врагов с одного выстрела. PsyOps: The Mind Games Conspiracy. Игроки выступят в роли пси-оперативника Ника Скрайера, чья память была стерта для внедрения его в террористическую организацию, называемую себя The Movement. Там Ник попадает в плен, но ему удается сбежать. Теперь ему ничего не остается, как продолжить свою миссию и остановить The Movement, а также вернуть память и утраченные способности. В игре умело сочетаются разнообразные пси-способности главного героя, такие как телекинез, просмотр ауры, управление разумом и другие, с применением внушительного арсенала огнестрельного оружия, от различных пистолетов до огнемета и ракетницы. Hitman: Blood Money.
4-я игра из серии о наемном убийце. Вы вновь выступите в роли агента 47, вернувшегося к своей работе. 47-й узнает, что на киллеров агентства идет охота. Их устраняют одного за другим. Он вынужден прятаться, так как сам становится мишенью. Вам предстоит пройти уникальные миссии, спасая собственную жизнь, раскрыть заговор против себя и восстать из мертвых. Помимо традиционных способов устранения противников, вы сможете устраивать аварии и несчастные случаи, подкупать на заработанные кровавые деньги свидетелей и информаторов, модифицировать свое оружие и использовать для прикрытия заложников. Fear. Fear – специальное секретное подразделение, созданное для борьбы с аномальными явлениями, угрожающими нам из другого мира. Сюжет игры повествует о том, что некий секретный военный объект захватывают неизвестные вооруженные силы. При этом они не выдвигают никаких условий и требований. Правительство страны отправляет туда отряд спецназа, но попав вовнутрь, связь с ними обрывается. А через пару минут камеры наблюдения фиксируют ужасную бойню, в которой солдат убивает, раздирая на части, неведомая сила. Единственный выход из сложившейся ситуации – направить на место события особый отряд секретного подразделения Fear. Dark Messiah of Might and Magic. Действие игры происходит в фэнтезийном мире Асхан. Игровой процесс представляет собой экшен от первого лица. В игру введены элементы RPG. Игрок может развивать различные способности, такие как ближний бой, стрельба из лука, скрытность, магические заклинания. Главный герой – молодой человек по имени Сареф, который мечтает о приключениях и богатстве. Он является учеником могущественного мага Фенрига. Приключения Сарефа начинаются в городе Стоунхелм, когда он узнает о мифическом артефакте Череп Теней. Time Shift. Отличительной особенностью игры является возможность управлять временем. В распоряжении игрока находится остановка времени, замедление времени и инверсия времени, которую можно использовать эффективно только в определенных ситуациях. В некоторых ситуациях эта опция вообще блокируется. Для манипуляции временем требуется энергия, которая расходуется во время использования, но потом быстро восстанавливается в обычном режиме. Пройти игру без использования возможностей костюма невозможно из-за того, что некоторые загадки при переходе на следующий уровень или при перемещениях решается только с помощью манипуляций со временем. Эта фишка со временем в игре очень прикольная, когда останавливаешь время и убиваешь врага, или же прячешься, и враг остается в недоумении. Medal of Honor Airborne. Вам предстоит ощутить себя в роли Бойда Треворса, рядового первого класса 82-й десантной дивизии, и поучаствовать в сражениях по всей Европе. Каждая миссия от скалистой Сицилии до триумфальной победы в Германии начинается с высадки десанта в тылу врага, причем во время полета вы сможете управлять парашютом. Благодаря этой возможности вы сами будете определять точку высадки, от чего часто будет зависеть и ход самой миссии. В вашем распоряжении широкий спектр оружия с различными характеристиками. Спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и ждите новых видео. Надеюсь, эти игры уже потянут на ваших ПК.